It's a great honor to me to invite to the Joachim Dudek lecture. А для меня великая честь пригласить вас на лекцию памяти Joachima Dudeka. The Chief Executive Officer of HL7 International from the United States, Чарльз Джаффи. Главного директора вот этой организации HL7 в Соединенных Штатах Чарльза Джаффи. Чарльз Джаффи. Chарл's Jaffe earned in medical doctorate degree and also PhD, and he is acting as professor for medicine at the University of California. Чарльз получил степень доктора медицины, а также степень доктора философии в Калифорнии, University of California. В университете Калифорнии. And he is representing HL7 globally as the boss. И фактически здесь и во всем мире он представляет организацию HL7 как ее начальник, как ее руководитель. He will acquaint us with the HL7 idea, talking about leveraging HL7 for improvements in quality and safety. Он расскажет нам сегодня о оптимизации программы HL7 для улучшения качества и повышения безопасности в медицине. The floor is yours, Chuck. Please. I'm always amused at the concept of boss. Мне всегда очень нравится концепция босса, концепция начальника. I'm married, so it has a new meaning for me that goes beyond whatever I do during the day. Я женат, и эта концепция, она имеет для меня очень много значений, которые отличаются от того, чем я занимаюсь в течение рабочего дня. It's a real pleasure to be here in Moscow and to have the opportunity of speaking before this audience. Для меня огромное удовольствие быть в Москве и иметь возможность говорить с такой аудиторией. My Russian hosts have made this, as always, a pleasurable moment. Мои визиты в Россию всегда это очень приятные моменты. During the next half hour, we'll try to talk about some advances in HL7 that bear on safety and quality. В течение следующего получаса мы поговорим о различных аспектах и нововведениях в системе HL7, которые имеют отношение к повышению качества и безопасности. But let me first again acknowledge what an honor it is to be allowed to speak in the name of Joachim Dudek. Но прежде всего я хотела бы подчеркнуть, какая великая честь для меня говорить как бы в честь, в память великого Joachima Dudeka. I gave my first talk in translation in Istanbul in 1978. Первый раз я читала лекцию с переводом в Стамбуле в 1978 году. I would say 2 or 3 words. Я говорила 2 или 3 слова. And the translator would speak for a minute. Переводчик потом говорил в течение минуты. I would turn to her and say, "Did I really say that?" Я поворачивался к переводчице и говорил, я что, действительно все это сказала? But we're still trying this translation stuff. Но мир все равно продолжает пользоваться переводом. On this deck is a high-level overview of the ideas that I'll try to review this evening. Вот на этом слайде вы видите, так сказать, краткий обзор тех идей, с которыми я попытаюсь вас познакомить. As always, you're welcome to the slides. И, как обычно, вы можете получить слайды. This
this is my list of the requirements for achieving equality in healthcare. Это мой вариант того, какими должны быть требования для достижения качества здравоохранения. As many of you know, I used to be a scientist. Как многие из вас знают, раньше я был ученым, Now I'm a politician. а теперь я политик. There are some key elements of this which transcend politics. Здесь есть некоторые ключевые элементы, которые заходят в область политики. Healthcare is getting too expensive. Во-первых, здравоохранение становится слишком дорогим. In the United States, we spend 17% of our gross domestic product on healthcare. А в Штатах 17% нашего ВВП тратится на здравоохранение. Apparently, it's not paying off. И совершенно явно, что отдачи это должное не дает. The World Health Organization says we rank 36th, just behind Costa Rica. ВОЗ говорит, что мы занимаем 36-е место после Коста-Рики. More than ever, quality and cost containment go hand in hand. И все больше и больше качество и сдерживание затрат, они идут рука об руку. At the heart of this, however, goes the involvement of the research community. И здесь сложный момент – это участие исследовательского сообщества. Whom all of this acknowledge. Yes. Да, которые все это понимают. It's one of those grammar things. No, I just understood the meaning. But my last word in this list is trust. Последний пункт в этом списке – это доверие. And without trust, international cooperation could not be possible. И без доверия международное сотрудничество было бы невозможно. I always am certain never to leave this off of any list. Я всегда проверяю, чтобы этот пункт доверия входил во все списки. The other word that's important to me is collaboration. Другое слово, которое для меня очень важно, это сотрудничество. This particular proverb comes from Africa, but it could come from anywhere in the world. Эта пословица, она африканская пословица, но она могла быть сочинена в любой части света. Сотрудничество. Если вы хотите идти быстро, идите один. Если вы хотите идти далеко, идите вместе. Quality reporting is inherent in achieving quality of care. Отчетность о качестве, она совершенно необходима для достижения качества надлежащая отчетность о качестве совершенно необходима для достижения качества здравоохранения. It must be iterative and cannot stand alone. Она должна быть итеративной и не может существовать сама по себе. The quality of reporting is critical both for improving the lives of our patients. Качество отчетности играет критическую роль как для улучшения жизни наших пациентов, as well as reducing the ever-growing cost of delivering care. так и для снижения постоянно растущих затрат на предоставление услуг в сфере здравоохранения. There are many opportunities for collaboration. Существует множество возможностей для сотрудничества with the research community, с исследовательским сообществом, with the implementation groups, с группами по внедрению, with the vendors who develop software, с поставщиками вот этого программного обеспечения, которые его разрабатывают, and with a critical open source environment. И с критически важной средой open source, то есть средой открытых кодов. The evidence-based medicine
доказательная медицина, that provides the framework for quality. она создает как бы систему, каркас, основу для качества. Should always be considered a public good. И она всегда должна рассматриваться как общественное благо. Over the last several years, our collaboration with the open source community has grown. А за последние несколько лет выросло сотрудничество с сообществом open source, сообществом, которое занимается открытым кодом. And our plans are to continue that trend. И в наших планах продолжать и расширять эту тенденцию. Here is a schema for using HL7 quality reporting, but leveraging open source quality measures. Здесь вы видите схему отчетности в рамках системы HL7, и при этом происходит оптимизация качества открытых кодов. It is critical that these measures reflect the national and realm localized needs for healthcare delivery. Совершенно необходимо, чтобы в них учитывались национальные и местные потребности для улучшения качества больных и повышения качества здравоохранения, качества жизни больных и one of the key opportunities we have is to utilize clinical document architecture for this process. Одна из возможностей, которые у нас имеются, это использование архитектуры клинической документации для этого процесса. The clinical document architecture, or CDA, letters and acronym. Архитектура клинического процесса для CDA. I'll refer to it as CDA for the remainder of this discussion. Я буду все время говорить о CDA на протяжении этой дискуссии. CDA, System of Template Development. Система CDA – это система разработки матриц. Is really critical both for sharing and for collaboration. Она имеет критическое значение для обмена информацией и для сотрудничества. The CDA templates that we make for patient care. Матрица CDA, которую мы создаем для ухода за больными, для обслуживания больных, Can be reused for research, public health, and other scientific endeavors. Она также может использоваться в исследованиях в различных сферах системы здравоохранения и в других сферах общественной жизни. I know many of you are familiar with CDA. Я знаю, что многие из вас знакомы с CDA. But I would like to offer a brief overview for tactical reasons. Но я бы также хотел представить вам краткий обзор того, что это такое для по тактическим причинам. CDA embodies a host of characteristics which make it so desirable. CDA воплощает набор характеристик, который делает ее такой замечательной. These include authentication and security, which are so important in various countries and various national requirements. Они включают такие моменты, как подтверждение и безопасность, которые во многих странах становятся все более важными и частью необходимых требований. I just discovered that I was holding up this column, so no one move quickly. Я только что обнаружил, что я держу эту колонну, поэтому, пожалуйста, быстро не двигайтесь. Okay, sorry. The other key feature, of course, is human readability. Humans can read it. Значит, другой важнейший момент – это чтобы человек мог это читать. As I wandered through the Moscow metro, however, Однако, когда я передвигался по Москве на метро, we tested the concept of readability. мы как раз проверили на практику концепции возможности прочесть написанное.
CDA makes good business sense. CDA очень хороша система эта с точки зрения бизнеса, с деловой точки зрения. Not only is it reusable, but it is highly customizable and flexible. Она не только может использоваться повторно, ее также можно очень легко адаптировать под конкретные нужды, и она является очень гибкой. But because it's based on the HL7 reference information model. Однако, в силу того, что в основе ее лежит модель HL7 референсной информации, ссылочной информации, it poses far fewer of the, I was going to say pitfalls, of the pitfalls, you know, okay. Far fewer of the pitfalls than did HL7 version 2. Она таит в себе гораздо больше ловушек, чем система HL7. In the U.S., the Kaiser Permanente sends 100,000 CDA documents a day. Значит, в Штатах Kaiser Permanente отправляет сотни тысяч различных документов. With the adoption of that technology, they've been able to significantly reduce the cost for their international network. И с использованием этой системы они смогли значительно снизить свои расходы, связанные с использованием международной сети. One of the significant achievements of CDA is data reuse. Одна из важнейших достижений CDA – это повторное использование данных. It goes far beyond reusing the templates. И идет это гораздо дальше, чем просто повторное использование матрицы. As we have learned from clinical research, there are fewer and fewer needs to re-enter data. Как мы знаем из клинических исследований, все меньше и меньше возникает причин вводить данные. We've also made a commitment to embed SNOMED and LINC. Мы также стремимся встроить в эту систему SNOMED и LINC. LINC is fine. LINC. The ability to enhance interoperability goes hand in hand. Возможность улучшить совместимость, она идет рука об руку с этим. But at the heart of success of CDA is template development and template libraries. Однако в основе успеха этой системы это разработка матриц и библиотеки матриц. CDA does more than that, however. Однако CDA может гораздо больше, чем то, о чем мы говорили. For one, it significantly reduces technical barriers. Так, она значительно снижает технические барьеры. The coding skills, code writing skills. Потребность в навыках писания программ, needed for creation and implementation необходимых для создания и внедрения of CDA templates матриц CDA, is significantly less problematic. Становится все менее проблематичным. It also allows decision makers and policy makers Она также позволяет лицам, принимающим решения и определяющим политику, to define their business requirements. Определять, формулировать свои бизнес-потребности, требования. I am increasingly happy Я все больше радуюсь тому, что that English does not have the participle at the end of the clause. В английском отсутствует причастие.
Key driver for interoperability of CDA Значит, основной движущей силой вот этого совместимости программ в системе CDA rests on template generation and reuse. Вот основная движущая сила, она состоит в генерации матриц и повторном использовании этих матриц. I am very pleased to announce to this audience for the first time Я очень счастлив объявить впервые именно этой аудитории open free access to HL7 CDA template. об открытом и бесплатном доступе к CDA матрицам And the tools necessary to generate them. и к инструментам, которые необходимы для их генерации. A CDA template can be created in many formats. Матрица CDA, ее можно создавать в различных форматах. This new tool named Trifolio Этот новый инструмент, который называется Trifolio, will lower the barriers yet further. он эти барьеры еще больше снизит, этот новый инструмент. The document on the screen is a typical clinical summary. Документ на этом экране – это типичный клинический листок, в котором даются различные сведения. And for clinicians in the audience, nurses, pharmacists, physicians and such, it's very familiar. И для всех медицинских работников, которые здесь могут присутствовать, врачей, медсестер и других работников сферы здравоохранения, вот такого рода документ должен быть очень знакомым. I actually had the rare privilege of obtaining a document like this from the Soviet era. На самом деле у меня даже есть вот такой уникальный документ такого рода еще с времен советских времен. It had some bureaucratic simplicity. В нем присутствует некая бюрократическая простота. But not quite as easy as the XML on the right. Но он совсем не так прост, как вот то, что вы видите справа. В формате XML. The ease with which templates can be used and reused is at the heart of the business case for CDA. Простота использования и повторного использования матриц – это то, что дает нам возможность говорить о успешном коммерческом использовании CDA. We have now made this process freely available. Теперь этот процесс мы сделали так, что этот процесс находится в свободном доступе, его легко получить. In third world countries. В странах третьего мира. Where this process has eased data management. Где с помощью этого процесса удалось значительно упростить управление документооборотом. Данными. That's what I was going to say too. In the schema of the hierarchy of quality measurement and reporting lies QRDA, a specialized CDA document. В схеме, общей схеме CDA, management, да? Значит, управление, качество и отчетность – это как бы основные моменты. At the technical level, the template library permits free reuse in any implementation guide. На техническом уровне библиотека матриц делает возможным свободное повторное использование их для любых целей. At the level of QRDA, на уровне QRDA,
the templates can be restrained to the quality measures developed locally. Значит, вот эти матрицы, они могут ограничиваться потребностями оценки качества, стандартными оценки, требованиями к оценке качества, которые разработаны на местах. In this time frame, quality measures can impact care delivery in near real time. Вот в этих временных рамках оценка качества, она может... What the measurement can be seen? Near real time. What can you do? Anything apparent. Значит, оценка качества приближается к реальному времени. There's the adage to the man with a hammer, everything looks like a nail. Есть такая поговорка, что для человека с молотком все выглядит похожим на гвоздь. To the man with CD, everything looks like a template. А для человека, вооруженного CD, все похоже на матрицу. This is reuse of the Gartner model for acceptance and acceleration of new technology. А здесь мы видим повторное использование матрицы Гартнера, которая касается принятия и ускорения внедрения новой технологии. The next important step is technical harmonization. Следующий важный этапом здесь является техническая гармонизация. We have made numerous alliances internationally. Мы уже создали очень много партнерств и союзов с различными странами. With CDISC, IHE, Continuum. С CDISC, с IHE, and many others. И многими другими To организациями. assure this process. Для того, чтобы обеспечить гладкое течение этого процесса. For the caregiver, it also simplifies data entry and care delivery. Для тех, кто обеспечивает предоставление медицинских услуг, использование этой системы также облегчает ввод данных и, собственно, предоставление этих услуг. On the computer screen, data from clinical trial, public health reporting, and clinical research can look identical as needed. На компьютерном экране данные, полученные от клинических исследований, отчетов здравоохранения и прочих, они могут выглядеть совершенно одинаково. This supports the adage of use once, enter once, use many. И это как бы подтверждает поговорку нашу: один раз вводит, а используют многие. In 2012, we have an ambitious plan for further development. В 2012 году у нас есть амбициозные планы, касающиеся дальнейшего развития. I think at the heart of this is the release and validating of CDA-R3. Здесь в основе этого вывод, release and voting. Это как бы выпуск и голосование за следующую версию. We also are working with other organizations on harmonizing template concepts. Мы также работаем с другими организациями по гармонизации матриц. This includes the OpenEHR community. Значит, это включает сообщество, да, OpenHR. This is going to be a fun one. 13606. Значит, 13606. And the new CIMI initiative. И новую инициативу CIMI. The QRDA success
depends upon stepwise adoption of the technology. Успех QRDA зависит от постепенного внедрения этой технологии. It also is predicated. It's also predicated on adoption of electronic implementation of quality measures. И он также зависит от обязательного внедрения электронных систем для измерения качества, оценки качества. We will be validating many of these this year and the early part of next. Мы будем голосовать за многие из них в этом году и в начале следующего года. Let me mention very quickly green CDA. Позвольте мне очень быстро упомянуть green, как зеленый, green CDA. Not only is it a cute logo. Это не только очень забавный такой логотип. Cute. What is cute translate? Cute like funny. Okay. It's funny and nice. Okay. The concept was adopted because this CDA is easier to write. Эта концепция была принята, потому что эту CDA, ее просто написать, эту программу, easier to implement, легко внедрить, and has a much smaller bandwidth over the wire. И она использует гораздо меньшую полосу на проводе. Like classical CDA. Подобно как классическая CDA. It is still based on the information model. Она основана на информационной модели. The QRDA templating system readily translates quality measures into easily used and reusable CDA templates. Значит, вот эта система QRDA, она позволяет легко переводить оценки качества переводить их в матрицы CDA. If you don't know, just say CDA. This is a Venn diagram of the CDA concept. А здесь мы видим диаграмму концепции CDA. I meant quality measures. Now I'm doing it. It's a quality measure template. Матрица оценки качества. In addition, we have collaborated with a number of national bodies for the development of quality metrics. В дополнение к этому мы сотрудничали с целым рядом национальных государственных организаций по разработке индикаторов качества. In North America, the National Quality Forum and HL7 collaborate for rapid adoption. В Северной Америке National Quality Forum, то есть национальный форум качества, и СРИ, мы сотрудничаем для того, чтобы обеспечить широкое по всей стране внедрение этой системы. These templates have now been memorialized in a formal environment we call high-tech QDEs. Сейчас эти матрицы, они используются в формальной среде, в матрицах, которые мы называем QDE. We are investigating this with other national bodies. Мы занимаемся исследованием этого вместе с другими национальными органами. Key to this
is a template structure which is formatted here. Самым важным для этого является структура матрицы, формат которой представлен здесь. So a quality element can quickly evaluate the efficacy of a medication. Таким образом, индикатор качества, с помощью его можно очень легко оценить эффективность препарата. This has been quickly leveraged Это очень было быстро оптимизировано into comparative effectiveness research. в исследовании сравнительной эффективности. Here's an example using ICD-9, 10, and SNOMED for quality reporting on diabetes. Значит, здесь мы видим использование SNOMED и вот другой этой системы для отчетности по качеству. I appreciate your attention. Thank you for bearing with me, and I'm delighted to try and answer any questions. Спасибо большое за ваше внимание, и я буду еще пытаюсь ответить на ваши вопросы. Jacques, thank you very much for this excellent and also very comprehensive talk introducing the CDA concept for many issues, especially quality and safety, which are the driving factors for health. Спасибо большое за эту лекцию, за то, что вы рассказали об использовании системы ECD для различных целей, в том числе в связи с вопросами качества и эффективности, качества и безопасности. Driving factors for improving quality and safety of health. И о движущих силах для дальнейшей разработки, улучшения вопросов качества и безопасности. Are there any questions? Вопросы есть какие-нибудь? Jacob. Thanks very much for your presentation. How do you manage to involve clinicians in this process? Because it's all making the work that they're doing transparent. Спасибо большое за ваше выступление. Скажите, а как вам удается привлечь медиков к этому процессу? Ведь благодаря этим матрицам все, что они делают, становится абсолютно прозрачным. You seem like a plant in the audience. Like a plant? Вы здесь как будто подставное лицо для аудитории, как будто специально. Now I'll have an opportunity for a promotional moment. И теперь у меня возникла возможность для того, чтобы порекламировать, попродвигать наш продукт. In February, HL7 introduced a new category of membership, the caregiver. Значит, в феврале HL7 ввели новую категорию членства в нашей организации. Caregiver. Значит, это организации, которые, собственно, предоставляют медицинские услуги. Caregivers include all of the individuals who interact with the patient. В эту категорию входят все лица, которые взаимодействуют с пациентом. Both directly, like nurses and physicians. Как те, которые работают с пациентом напрямую, как врачи и медсестры. And indirectly, like pharmacists. И косвенным образом, как фармацевты. This caregiver membership group has a token fee for participation. Для этой группы членов нашей организации плата за участие в ней является чисто номинальной. We hope to use this opportunity to bring new concepts to HL7, but not only that. Мы используем эту возможность для того, чтобы привнести какие-то новые концепции в нашу систему HL7, но не только для этого. Better understand workflow. Мы используем ее для того, чтобы лучше понять, какова нагрузка, каков рабочий поток этих врачей. And business requirements. Use cases. Конкретные примеры использования этой системы, а также коммерческих требований. Next month
there'll be a rollout to the nursing informatics community. А в следующем месяце мы также собираемся распространить это на сообщество медсестер. And if I'm still awake, И если я еще буду бодрствовать, on Friday I'm going to speak to the American College of Physicians. в пятницу я буду читать лекцию в американском колледже, врачебном колледже. Did I avoid your question? Я With great excellence. Я ответила на ваш вопрос, да, замечательно. It was a pleasure to act as a plant to support green CDA. Мне очень понравилось играть в качестве такого подставного лица для того, чтобы поддержать. But I would like to try to share with you the experience of getting doctors into quality in the quality equation. Я постараюсь поделиться с вами нашим опытом привлечения врачей к оценке качества. As your example about diabetes is used to introduce chronic disease management. Вот в вашем примере, который был здесь на слайдах, вы говорили о управлении болезнью, то есть течением болезни, лечением болезни. Which is used by insurance companies to contract care providers working together with patients to treat patients with chronic diseases. Которые используются страховыми компаниями для того, чтобы лучше управлять контактами между взаимодействием врачей и пациентов для более успешного и экономичного лечения конкретных заболеваний, хронических заболеваний. And one of the parts of the contract is that the caregivers should provide information about the quality of the care delivered. Да, здесь очень важный момент состоит в том, чтобы те, кто занимается представлением конкретных услуг для пациента, должны давать нам информацию о качестве этих услуг. And I would like to challenge you to find a linkage between the description of the integrated care programs that we are developing with your CDA development. И я бросаю вам вызов, я предлагаю вам заняться этой проблемой, интегрировать the description the care programs for chronic diseases. Значит, нашу программу ухода с хроническими заболеваниями с вашей системой исследований. Thank you for asking that question. Спасибо за то, что вы задали и этот вопрос. I can give you a quick answer. Я очень быстро могу дать на него ответ. If you have 4 physicians in a room, you have 5 very strong opinions. Если у вас в комнате сидят 4 врача, это значит, что у вас 5 очень серьезных мнений. He was going to correct me and say 6 strong opinions. А он собирался меня поправить и сказать не 5, а 6. In the care standards, we have agreed, we have consensus between the care providers and the patient. What is good diabetes care? So there is a lot of opinions, but there's only one standard. В стандартах здравоохранения у нас существует такое понятие консенсус, когда те, кто представляют медицинские услуги, и пациент должны прийти к общему мнению о том, что представляет собой надлежащие услуги, надлежащее обслуживание данного больного. Wow. We can discuss this over a beverage. What? Discuss. If there are no further Thank you for the invitation. If there are no further questions, I would like to invite you to join me in thanking Charles Jaffe for the excellent talk. Я хотела бы, чтобы вы присоединились ко мне, поблагодарить Чарльза. And also thanking our translator for this tricky work. I guess this was the first part, and we will now switch to the program. I apologize for some delays, and
the floor is now with the organizers of the second part of this afternoon. Значит, мы закончили с первой частью. Я прошу прощения за задержки, которые у нас возникли, и мы переходим ко второй части сегодняшнего